Удар по колонне военной техники РФ в Курской области, годовщина начала масштабных протестов в Беларуси, а также новые заявления относительно будущих переговоров РФ и Украины. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Курская и соседняя Липецкая область под ударом. ВСУ поразили военный аэродром и колонну военной техники россиян. Известно о нескольких сотнях погибших военных. Пошли. Сядет ли Зеленский за один стол переговоров с Путиным? В Киеве на фоне ситуации в Курской области прозвучали новые заявления о завершении войны. Я думаю, що дуже рано про це говорити. Четвертая годовщина начала протестов в Беларуси. Возможно ли повторение и чего не хватило в 2020 году для свержения Лукашенко? Результаты опроса. Для Лукашенки протесты 2020 года – это страшный сон, это кошмар, в яким он живе. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Украинские силы обороны достигли уже Липецкой области, соседней с Курской, но пока что только дальнобойным вооружением. Под ударом оказался военный аэродром Липецк, где базируются Су-34, Су-35 и МиГ-31 ВКС РФ. И, вероятно, эти цели могли быть уничтожены. Последствия прилетов были настолько масштабными, что в части населенных пунктов началась эвакуация. Да, военный аэродром, что бомбят. С полдня. Надо. Украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ пишут, что на аэродроме находились склады с сотнями управляемых авиабомб. Именно они и могли детонировать после прилета. В Генштабе ВСУ подтвердили, что этот удар – это работа украинских военных. Кроме того, наши подразделения нанесли удары по зенитным ракетным дивизионам РФ на временно оккупированной территории Донецкой области. В частности, боевая работа осуществлялась по 3 радарам противника, 2 от комплексов С-350 и 1 С-300. Подтверждено точное попадание и уничтожение 1 радара ЗРК С-350. Что касается 2 других целей, информация пока уточняется. В то же время зафиксировано прекращение работы всех 3 радаров врага после ударов. Тем временем в Липецкой области предпочли заявить, что ничего необычного не произошло. Российские власти вновь сделали вид, что потерь нет. Губернатор области поблагодарил военных за отличную работу ПВО. В Курской области украинские войска уничтожили целую колонну российской техники. Кадры с места прилета по личному составу сейчас активно обсуждаются в сети. Видео снято в населенном пункте Октябрьская Курской области, который, кстати, не находится у границы с Украиной. Z-пропагандисты говорят, что 14 грузовиков, в которых было от 200 до 500 российских военных, могли быть поражены несколькими точными ударами «Хаймарс». Но подтвержденной информации этим заявлением пока нет. Вот это место. Проехал здесь. Наша команда «Нехта» верифицировала место, где россияне понесли колоссальные потери, и эта потеря может быть одной из крупнейших разовых потерь для российской армии на ее же территории с начала полномасштабной войны против Украины. Z-блогеры тем временем негодуют по поводу практики российских военных передвигаться колоннами и намекают, что ВСУ уничтожили не одну такую колонну. Этих военных, среди которых могут быть срочники, скорее всего, послали сдерживать украинское наступление в Курской области. Тем временем Forbes пишет, что Украина направила в Курскую область одну из самых мощных и быстрых бригад. Речь идет о 80-й десантно-штурмовой бригаде. Кроме того, западная пресса пишет о том, насколько молниеносной, внезапной и шокирующей для россиян стала эта операция украинцев. Военные аналитики говорят, что происходящее в Курской области далеко не рейд. В Американском институте изучения войны
анализируют и пишут о том, как может ответить РФ. Например, российское командование может использовать призывников и пограничников ФСБ для битвы с ВСУ. Второй вариант – в ведомстве Белоусова примут решение использовать в Курской области северную группировку войск, силы которой сейчас рассредоточены в Брянской и Белгородской областях. Третий вариант – перебросить резервы, которые были накоплены РФ для летних наступательных операций. И четвертый вариант – РФ может активно использовать в Курской области авиацию, чтобы сохранить личный состав. Российские Z-паблики пишут также о том, что подобная военная операция ВСУ может начаться и в Белгородской области. Гладков там уже лично просит людей выехать. Лучше, конечно, пораньше выехать. Может быть, ситуация ухудшится, мы не понимаем. Если бы знали, все бы сказали, но сейчас не понимаем. Если его отпустят завтра с работы. Если нужно, вы говорите. Да, пожалуйста, через администрацию, через Андрея Егоровича говорите, и мы на это попытаемся повлиять. Путин, кстати, пока в основном молчит, для него продвижение украинских войск остановлено. Так сказал Герасимов. Потерь нет. Второй саммит мира и участие в нем представителей РФ – это не начало переговоров с Россией. Такое заявление сделал руководитель Офиса президента Украины Ермак. Он говорит, что саммит необходим для того, чтобы в присутствии представителей других стран передать РФ план завершения войны. В Киеве также ответили, готовы ли садиться за один стол переговоров с Путіним. Я думаю, що дуже рано про це говорити. Хто може, навіть ви ставите питання, по-перше, Путін в багато країн сьогодні не може приїхати. А по-друге, це залежить дуже важко. Не тому, що я не хочу вам відповісти на це питання. Це означає, що відповіді ні щодо зустрічі з Путіним немає. Бо раніше звучало, що ми в принципі не будемо контактувати, тепер вже... Дивіться, сьогодні цю відповідь навіть не я даю, а дає рішення Ради національної безпеки и обороны. Мексика отреагировала на призыв Украины арестовать Путина, когда тот приедет на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум. В Мехико, где приняли решение пригласить военного преступника к себе в гости, ответили ожидаемо – отказом. Нынешний президент заявил, что этого сделать не могут. Якобы не от них это зависит, пишет Рейтер. Напомню, что Украина обратилась к властям Мексики с требованием арестовать Путина не просто так. В 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина из-за незаконной депортации украинских детей из Украины. А на Мексику распространяется юрисдикция МУС, так как еще 19 лет назад власти ратифицировали Римский статут. Сегодня 4-я годовщина начала массовых протестов против диктатуры в Беларуси. 9 августа 2020 года белорусы вышли на улицы из-за несогласия с результатами выборов, грандиозных фальсификаций и действий Лукашенко. В эти дни в ЕС призвали белорусского диктатора освободить всех политзаключенных. Кроме того, напомнили, что согласно последнему докладу Верховного комиссара ООН по правам человека, сейчас есть все основания полагать, что в Беларуси совершены преступления против человечности. О том, чего сейчас боится Лукашенко и возможно ли в Беларуси протесты такого же масштаба, как и в 2020 году. Об этом мы поговорили со старшим советником главы Объединенного переходного кабинета Беларуси Франаком Вечоркой. У 2020 годзе это быў сацыяльны выбух. Людзі стаміліся жыць з Лукашэнкам, людзі хацелі перамен, хацелі свабоды. І той выплеск энергіі, які быў, яго немагчыма паўтарыць яшчэ раз. Беларусы ўжо ўсё сказалі. У сваёй большасці паказалі, што яны супраць дыктатуры. Зараз нам трэба, магчыма, абараніць нашу перамогу, трэба адстаяць яе. Але мы бачым, што з'явіліся новыя фактары. У 2020 годзе у нас не было вайны. У 2020 годзе геапалітычная сітуацыя, яна была больш спакойная, чым цяпер. І зараз мы разумеем, што наша рэвалюцыя, яна замарозілася у гэтым віры падзеяў, які адбываецца навокал нашай краіны. І проста без перамогі Украіны, напрыклад, дасягнуць зменаў у Беларусі будзе вельмі цяжка. Без аслаблення Пуціна добиться того, што там рухне рэжым Лукашэнкі, таксама будзе цяжка. Таму цяпер мы павінны думаць не толькі пра тое, як скончыць рэвалюцыю Беларусі, але і як дапамагчы, напрыклад, Украіне перамагчы ў вайне. Я ўпэўнены, што беларусы не здаліся, упэўнены, што тая энергія, той энтузіязм ён ёсць. Мы затаіліся. Ведаеце, у беларусаў ёсць такая рыса. Калі яны маўчаць, гэта не значыць знак згоды. Для Лукашэнкі пратэсты 2020 года это страшны сон, гэта кашмар, у якім ён жыве.
і таму ён працягвае нон-стоп рэпрэсіі. Ён баіцца нават адпусціць хворых людзей з турмаў, бо адчувае, што а вот я выпушчу, а вось гэта будзе натхненне для беларусаў, і зноў людзі выйдуць на вуліцы, і таму ён раскруціў так махавік рэпрэсій, што яго не можа спыніць. Я думаю, што ён і выбары наступнага года, выбары свае, правядзе максімальна стрыльна, каб не было нават шансу на паўтарэнне 2020 года. Ён зараз, апошнія 4 гады, укладваўся ў спецслужбы, ва ўнутраныя войскі, каб максимально забеспечить себе. В нашем телеграм-канале мы задали вопрос, чего не хватило протестам 2020 года для свержения диктатора. Большая часть наших подписчиков выбрала вариант радикализма, решительных действий, то есть силового варианта. Также наши подписчики считают, что Лукашенко мог быть свергнут, если бы руководство или большая часть военных, силовиков и чиновников в те дни стала на сторону народа. Что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях под этим видео. Акция в поддержку телеканала Белсат прошла в Варшаве. У канцелярии председателя Совета министров Польши звучали призывы остановить уничтожение известного белорусского телеканала и его информационных площадок, в частности сайта, который уже прекратил свою работу 1 августа. Сегодня склалась критичная ситуация, идея знешения Белсата. Это на користь только Лукашенко и на користь только Путину, что абсолютно жахливо. Бо тая катастрофа, яка в Беларусі, наадварот, патрабуе, каб падтрымліваўся Белсат. Гэта вельмі рэдкі прыклад дакладнай палітыкі. Гэта вельмі добрыя інвестыцыі Польши ў будучыню. Таму што менавіта Белсат адзін з рэдкіх паспяховых праектаў, і Польша можа ганарыцца тым, што Белсат быў створаны в 2007 годзе і з'яўляецца адзінай альтернативной лукашенковского режима. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформах X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.